Это разбор крутейшего собеседования в компанию Avsoft на позицию Python разработчика с оффером 240 тысяч рублей. У нашего кандидата 4 года опыт. Он писал софт не для интернет-магазина, а для Газпрома и даже ФСБ. Поэтому мне очень интересно посмотреть, как он будет отвечать на вопрос. Я покажу вам, как кандидат проходит реальное собеседование и разберу самые интересные моменты. Для удобства я разделил все на 4 этапа. Первое — это самопрезентация. Второе — это вопросы по теории. Дальше лайфкодинг и рассказ компании о себе. Я буду оценивать не только ответы кандидата, но и считать редфлаги, которые я замечу со стороны собеседующих. Чтобы ты понимал не только, как правильно проходить собеседование, но и в какие компании стоит идти, а от каких лучше держаться подальше. И поверь, в этом собесе вылезут такие редфлаги, от которых захочется просто закрыть ноутбук и помахать компании ручкой. А чтобы следить за этим было еще интереснее, вот здесь вот где-то будет счетчик редфлага. И также здесь будет индикатор того, какая у кандидата вероятность получить оффер. И в конце мы узнаем, смог ли кандидат реально получить оффер или нет. Я Python-разработчик более 4 лет уже. Последние 2 года работаю в комите на проекте APSoyuz. Это платформа для аналитики, машинного обучения. Пока что все звучит как стандартное начало любого собеседования. Сказал, сколько лет опыта, какой проект, и упомянул модное словосочетание «машинное обучение». Но слушаем дальше, сейчас будет просто переломный момент. Это, по сути, B2B бизнес, то есть наши клиенты — это в основном дочки Газпрома, а также дочки других нефтегазовых холдингов. Оп, а вот за это сразу плюс балл в карму. Кандидат не стал душнить и рассказывать, какие библиотеки он импортировал и сколько кнопочек он покрасил. Он сразу зашел с козырей и назвал доменную область и уровень клиента. Так почему же это так важно? Когда вы собеседуетесь на зарплату выше 200 тысяч рублей, тимлид и продукт-менеджер хотят видеть в вас партнера. И им не нужен просто кодер, который пишет по ТЗ. Им нужен инженер, который понимает, что он делает, для кого он это делает и как этот код приносит бизнесу деньги. Сказав про B2B и дочек Газпрома, он сразу задал высокую планку. Техлид подсознательно уже поставил ему галочку «наш человек». Но давайте посмотрим, как он работал с архитектурой. И спойлер, у него очень нетипичный опыт запуска проекта. Ваш сервис размещался прямо на серверах клиента или это все на вашем сервере и просто клиент имеет доступ к вам? Нет, это было все на серверах клиента. Техлид задает этот вопрос не просто ради любопытства. Он прощупывает, в какой инфраструктуре привык работать кандидат. И ответ кандидата открывает дверь в очень специфичный мир крупных IT-компаний. Дальше он поясняет эту разницу на своем опыте. Давайте послушаем. Вот первое место работы все было у нас, некий SaaS, а последнее место все было у клиента, мы сами разворачивали, то есть наш DevOps это делал. Давайте разберем эту терминологию, потому что для разработчика разница между SaaS и on-premise колоссальная. SaaS переводится как Software as a Service. Это когда ваш же код крутится на ваших же серверах, ну или в публичном облаке. И если сайт сломался, то вы просто удаленно подключились. Там быстро поставили заплатку и перезагрузили систему. И все снова работает. Это быстро и удобно. А вот on-premise или коробка, это когда вы берете свой софт, упаковываете его и отдаете клиенту. А клиент уже ставит его на свои закрытые сервера. Например, в контур ФСБ или службу безопасности банка. И там вообще может не быть интернета. В таких проектах цена ошибки вырастает просто в сотни раз. Ты не можешь просто так зайти на сервер клиента и посмотреть в логи. Тебе придется просить их админов выгрузить тебе логи, прислать тебе в архиве, а потом отправлять им патч отдельным дистрибутивом. Тот факт, что кандидат работал с on-premise решениями для госсектора, говорит техлиду, что этот парень умеет писать надежный код, потому что он знает, как больно его потом чинить у заказчика. Давайте подведем итоги самопрезентации. Кандидат ответил максимально точно и продал свой бизнес-опыт. И показал, что умеет работать в суровых корпоративных условиях. Уверенность 9 из 10. Точность тоже 9 из 10. Это просто идеальное начало. А дальше мы переходим к теоретическим вопросам. И первый же вопрос заставил меня улыбнуться. В целом, если говорить про знания, откуда черпаешь, где что ищешь? Иногда читаю вот именно на Хабре статьи, да, доки читаю. Вот с недавнего времени там нейронками начал пользоваться. Раньше на вопрос, как ты гуглишь, джуны часто отвечали, типа читаю Stack Overflow. А сеньоры отвечали, что они читают официальную документацию. Но посмотрите, как изменилась индустрия за последний год. Кандидат спокойно заявляет, что использует нейросети, а собеседующие реагируют на это абсолютно нормально. Каким пользуешься? Ну, не основная, но, в общем, одна из двух основных — это курсор. Так, у меня PyCharm плюс курсор. В курсоре в основном для сложных тасок там Opus использую, да, для более легких, либо Sonnet. Если вы все еще не знаете, что такое курсор, то вы точно отстаете от рынка. Хотя даже курсор на самом деле уже устарел. Курсор — это редактор кода, который содержит внутри себя встроенные нейросети. Он не просто дописывает строчки кода, он может прочитать весь ваш проект и сказать, где именно вы ошиблись в архитектуре. Кандидат называет модель Opus. Это тяжелая и умная модель от Антропика для решения сложных задач. И Sonnet — более быстрая для мелкого рефакторинга. И почему же это круто для собеса? Потому что бизнес хочет, чтобы вы писали код быстро. И если нейронка сэкономит вам 2 часа на написании рутинного кода, то вы принесете компании больше денег. Честность кандидата здесь ему играет только в плюс. Никто больше вас не заставляет кодить в блокноте по памяти. Но инструменты, конечно, это инструменты, но базу знать все-таки надо. И техлид переходит к самому любимому вопросу
питониста, устройству GIL. Что такое GIL или GL-блок? Какие способы его обойти у нас есть? Да, это тот самый вопрос про GIL. Обычно тут все отвечают стандарт. Глобальная блокировка, которая не дает двум потокам выполняться одновременно. Если по-простому, то это встроенный в Python регулировщик, который строго запрещает программе делать несколько задач одновременно и заставляет их выстраиваться в очередь. Но послушайте, что выдает наш кандидат. Это просто музыка для души техлида. Важный момент. Если хочешь не просто смотреть собеседование, а сам получить оффер, записывайся на мою обучающую программу. Ссылка в описании. А теперь разберем следующий момент собеседования. Обойти, по-моему, в 3.14 можно эту штуку отключить. 3.13, по-моему, там добавили субинтерпретаторы, и, по-моему, там у них вот тоже у каждого свой гил, то есть можно как-то вот задачи разбить на субинтерпретаторы. Бинго! Вот он ответ инженера, который следит за развитием языка. Браво! Для тех, кто не в курсе. Многие годы Python ругали за то, что он не умеет в настоящую многопоточность. И из-за гила вычисления работали только на одном ядре. Но в свежих версиях Python произошла революция. Сначала добавили субинтерпретаторы. Это когда внутри одного процесса можно запустить несколько изолированных сред со своими G. А в версии 3.13 уже завезли экспериментальный free-threaded мод. Вообще без гила. Упомянуть это на собеседовании означает, что вы находитесь на острие технологий. И техлид, конечно же, это оценил. Далее кандидата погоняли по сборщику мусора, и он отлично рассказал про поколение памяти и синглтон. Не будем на этом останавливаться, видно, что парень шарит. Поэтому собеседующий решил усложнить задачу и перешел к сравнению потоков и процессов. И вот тут наш уверенный сеньор внезапно споткнулся. Стоит отметить, что многопоточность в целом сложнее и в разработке, и есть куча разных нюансов, типа race condition, в принципе, асинхронность тоже это есть, но это используется гораздо реже. Пока что все идет неплохо, и кандидат правильно говорит, что потоки это боль. Вы должны самостоятельно ставить блокировки мьютексы, чтобы два потока одновременно не перезаписали одни и те же данные. Но дальше он выдает фразу, за которую на жестком собеседовании в Яндекс или в Авито его бы сразу завернули. Плюс, да, мы не можем сделать бесконечное число потоков, то есть, опять же, да, это ограничено операционной системой, именно числом ядер у процессора. Стоп. Многопоточность не ограничена числом ядер процессора. Это фундаментальное непонимание того, как работают операционные системы. Давайте разложим по полочкам. Процессы действительно зависят от железа. Если у вашего процессора всего 4 ядра, то одновременно могут работать только 4 процесса. А вот потоки создает уже операционная система, то есть Linux или Windows. Она умеет очень быстро переключаться между ними. Это называется контекст-свитч. На одном 4-ядерном процессоре система может запустить тысячи потоков. Да, они не будут работать идеально параллельно. Они будут делить процессорное время. Но вы можете их создать. Вам ничего не мешает. Их количество ограничено только объемом вашей оперативной памяти, но никак не количеством ядер. Самое интересное, что интервьюер почему-то пропустил эту ошибку и не стал его поправлять. Возможно, сам не заметил, а возможно, решил не душнить. Но мы-то с вами заметили. И из-за этого маленького промаха точность кандидата уже падает. Но впереди идет блок баз данных, где он может отыграться. Посмотрим, знает ли он, почему ClickHouse это король аналитики. Помнишь ли ты, какое ключевое архитектурное отличие ClickHouse от Postgre или от MySQL? В том, что у нас Postgres именно ориентировано именно на колонки, то есть все связи по ним, тогда как ClickHouse больше оптимизирован за счет скана. Плюс колонки в ClickHouse вроде как отдельно, в принципе, хранятся. Мы можем отдельный набор колонок считать. Тут кандидат прямо хорошо ответил. Запомните, пожалуйста, этот момент. Когда на собеседовании звучит фраза аналитика данных или Big Data, от вас почти всегда хотят узнать разницу между строчковым и колонным хранением. Давайте я покажу на пальцах, почему это так важно и почему обычный Postgres умрет там, где ClickHouse даже не вспотеет. Представьте, что у вас есть база данных сотрудников Газпрома. Это просто миллионы записей. PostgreSQL это OLTP база, то есть Online Transaction Processing. Она хранит данные по строкам. То есть данные одного Васи, его ID, имя, зарплата и возраст лежат вместе, прямо физически рядом друг с другом на диске одним куском. Если нам нужно добавить нового сотрудника или найти всю информацию по конкретному Васе, Postgres сделает это мгновенно. Но что если аналитик спросит: посчитай-ка мне среднюю зарплату всех сотрудников? Вам нужен только один столбец, salary. Но Postgres так не умеет. Ему придется прочитать с жесткого диска вообще всю базу. Миллион полных строк со всеми возрастами, именами и всей другой информацией. Это все для того, чтобы вытащить оттуда один столбец, зарплату. Диск просто захлебнется от лишней работы. А теперь магия ClickHouse. Это OLAP база, то есть Online Analytical Processing. Она хранит данные по колонкам. Все имена лежат в одном файле на диске, а зарплаты в другом. И когда аналитик просит среднюю зарплату, то ClickHouse берет только одну папку со зарплатами, считывает его и выдает результат. Он вообще не трогает ни имена, ни возраста, ни другие данные. Объем чтения с диска падает в десятки раз. Именно поэтому аналитические запросы в ClickHouse выполняются просто мгновенно. Кандидат отлично описал эту архитектуру, поэтому точность его ответов ползет вверх. Далее собеседующий спрашивал про медленные запросы и архитектуру RabbitMQ. Кандидат ответил на все без проблем, не будем на этом останавливаться, потому что это база. Поэтому техлид решил перейти к практике, лайфкодингу. И тут началось самое интересное. Задача с поддоменами, которая заставила кандидата
хорошенько попотеть. У нас может быть ситуация, когда нам прилетает миллион писем, в целом даже может и 10 миллионов писем прилететь. И в каждом из этих писем может быть ссылка. Наша задача как можно раньше понять, что есть вредоносная ссылка в письме. Здесь представлен массив ссылок и массив их доменов с весами. Соответственно, надо их отсортировать. Большее значение должно быть дальше. Итак, лайфкодинг. Задача очень жизненная для систем безопасности. Есть список ссылок из спам-писем и есть словарь приоритетов для домена. Нужно отсортировать ссылки так, чтобы самые подозрительные с высоким приоритетом оказывались в конце списка для дальнейшей проверки. Первый уровень задачи были легкие. Нужно было просто вытащить домены из ссылки при помощи библиотеки URL-Parse и подставить его вес из словаря. Кандидат написал это за 5 минут. И кстати, если тебя уже достал ХХРУ, а ты не знаешь, где еще можно искать работу, переходи в мой телеграм-канал. Там я выкладываю уникальные вакансии, которых нет на HeadHunter. Ссылка в описании. Подписывайся, там есть куча пользы по трудоустройству в IT. Мы должны... Так, теме с приоритетом 2. Мы считаем, что наш как бы основной домен, он идет самый последний, правильно? Перед .com. У тебя есть домен и поддомен. А наследовать от самого дальнего. Смотрите внимательно, что сейчас происходит. Это золотое правило лайфкодинга. Кандидат столкнулся с проблемой. Он не знает, как правильно спарсить строку mail.google.com. Что делает плохой кандидат? Он замыкается в себе и молча смотрит в монитор. Ну так, минут 10. И потом паникует и проваливает себе. Что делает наш кандидат? Он начинает рассуждать вслух. Он задает уточняющие вопросы интервьюеру. Он проговаривает каждый свой шаг. Для техлида это сигнал. Он думает, что ага, парень не сдался, у него работает логика, он умеет коммуницировать в стрессовой ситуации. Итого, благодаря этому диалогу, он понимает, что нужно делить строку по точкам и собирать суффиксы. Да, мы, короче, идти должны не по субдоменам, а по индексу вот этого субдомена. И брать все, ну вот, именно эти субдомены плюс их суффикс. Вот, и если уже вот этот поддомен у нас есть, да, то мы его ретернем, приоритет. Ура! Он докрутил алгоритм, разбил домен на части и в цикле начал отрезать по одному слову слева и проверять каждый кусочек в словаре. Кандидат красавчик, практику затащил. Далее интервьюер закончил с вопросами и начал рассказывать про саму компанию. И тут, ребят, прошу всех приготовиться, потому что мы переходим к блоку Red Flag. То, что рассказывает техлид, просто заставило меня схватиться за голову. И еще, если ты уже опытный айтишник, а не новичок, тебе стоит изучить тему валютных удаленок. Поэтому запишись на бесплатный разбор со специальным ментором. Он оценит твой текущий уровень и скажет, чего тебе не хватает для выхода на зарубежный рынок. И скажет, что именно нужно подтянуть, чтобы получить такую работу. Ссылка в описании. Стеку у нас это Python 3.11 на большинстве сервисов. Сейчас я переписываю сервис на 3.14. Сегодня, завтра пытаться его без гила запустить с отключением потоков. Но вообще там странная ситуация. Если отключить GIL и ты не используешь многопотоки, то у тебя производительность падает. Там есть свои всякие подводные камни. Внимание, включаем сирену. Давайте я расскажу, почему у меня прямо сейчас задергался глаз. Да, в Python 3.14 режим отключения GIL работает официально. Это крутая фича, но она требует полной перестройки архитектуры, потому что без GIL однопоточный код начинает работать медленнее из-за накладных расходов на новый подсчет ссылок. Плюс еще отваливается совместимость на кучу старых библиотек. И вот техлид говорит, у нас там 3.11, а я переписал на 3.14. Производительность, конечно, падает, подводные камни есть, но завтра попробую запустить. Ребята, вы делаете софт для информационной безопасности Газпрома. У вас закрытые контура. Если этот эксперимент без GIL завтра положит сервер клиенту, чинить это вам придется через невероятную боль. Такие изменения должны тестироваться месяцами на стейдже. Они залетают в работу с формулировкой, ну завтра попробую. Для разработчика на самом деле это значит одно. Сервера будут падать, а чинить выходные их придется именно вам. Далее техлид рассказал про устройство их команды, и услышав это, любой разработчик задумается, может быть мне прямо сейчас стоит закончить этот собес. Я вроде как у Егора спрашивал, у вас 3 человека, да, в команде? На данный момент 2 человека. Есть третий человек, который подключается, ну, в зависимости от нагрузки. Когда я пришел, это, наверное, на уровне MVP был проект. Ну, вот, можно сказать, он только обкатался как MVP. Сейчас уже у нас есть прям очень крупные клиенты, это по 10 миллионов писем в день. Это прям очень сильная нагрузка. И сразу же ловите второй red flag. Услышать цифры 2 бэкэндера, а нагрузка 10 миллионов писем в день. Сложная архитектура с машинным обучением, Kafka, ClickHouse, спам-движками и локальными деплоями у клиента. Это классический пример так называемого фактор автобус. И он означает, что если вдруг завтра одного из этих разработчиков собьет автобус, или он заболеет, выгорит, уволится, неважно, весь проект для дочек Газпрома остановится. Второй разработчик просто физически не вывезет поддержку десятков закрытых клиентов и миллионный трафик. Работать в таких условиях это все равно, что быть человеком швейцарским ножом. Вы будете делать все, от написания SQL запросов до настройки серверов и звонкам девопсам заказчикам. Но зато как плюс опыт вы получите просто колоссальный. И я не шучу, это хорошо. Но готовы ли вы жить на работе? Это большой вопрос. Раз ты посмотрел это скучное видео полностью, то значит ты реально хочешь устроиться на работу в IT. Поэтому перед тем, как рассказать тебе, получил кандидат оффер или нет, я расскажу тебе то, что сам понял слишком поздно.
И я жалею, что не знал этого, когда сам готовился к собеседованию, точно так же, как и ты сейчас. Если бы я мог начать все сначала, после обучения я бы откликался на middle вакансии, сразу пропустив грейд джуна. Почему так? У меня есть отдельное видео. Но главный секрет в другом. Чтобы сразу выйти на уровень мидла, нужно создать вокруг себя особую обстановку. Такую, где рядом есть человек, который тебе помогает учиться так же, как будто ты на настоящей работе. По сути, выступает как тимлид. В итоге ты устраиваешься на свою первую работу и как будто просто продолжаешь учиться, даже не замечая разницы. Ведь ты уже развил нужные качества реального мидла. И я реально жалею, что не понимал этого, когда сам готовился к собеседованию. И я бы отдал любые деньги за такую обстановку тогда. Поэтому я и создал свою обучающую программу, где есть эта самая система и куча других важных нюансов. Но самое главное, что я настолько уверен в результате, что даю 100% гарантию. Но и это еще не все. Ты бесплатно получишь мини-курс с подробным планом по трудоустройству в IT за 4-6 месяцев с нуля, который сэкономит тебе минимум год жизни. Для этого перейди по ссылке в описании и заполни короткий опрос. В течение 5 минут после просмотра этого видео. У тебя будет ровно 5 минут, поэтому сделай это сразу, как только закончишь просмотр данного видео. А теперь давай наконец узнаем, получил ли кандидат оффер. Итак, собеседование закончилось. Давайте подводить итоги. Что я могу сказать про кандидата? Этот парень — это огромный молодец. Он понимает бизнес-задачи, шарит за архитектуру ClickHouse и новые версии Python. Плюс отлично показал себя на лайв-кодинге. Единственный косяк — это ошибка с потоками, но техлит ее простил. Мой вердикт. Оффер ему скорее всего дадут. Компании с таким жестким кадровым голодом заберут его просто с руками и ногами. Но вопрос в другом. Пойдет ли он туда? Пишите в комментариях, пошли бы вы тащить такой проект вдвоем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи на новых собеседованиях с разборами. Всем пока. А теперь скорее переходи по ссылке в описании и забирай бесплатный мини-курс. Свои 5 минут пошли прямо сейчас.